Вы прилетели на Красное море, заплатили за путевку, все включено. Приличную сумму. Заходите в шикарный номер, и тут носильщик не уходит. Он смотрит на вас, вы на него. Знакомая ситуация? Привет, друзья! Сегодня мы разберем самую неловкую и самую важную тему отдыха в Египте – чаевые. Или, как тут говорят, бакшиш. Нужно ли вообще платить, если у вас all-inclusive? Кому давать, в какой валюте? Доллары, евро или фунты? И главное, сколько? Чтобы вас носили на руках, но при этом вы не разорились. Досмотрите это видео до конца, и я расскажу секрет, как всего за $1 получить лучший сервис в отеле. Погнали! Чтобы понять Египет, нужно понять слово «бакшиш». Это не просто чаевые в нашем понимании. Это часть культуры и способ выживания. Зарплаты обслуживающего персонала в отелях Египта очень низкие. Часто это всего $150-200 в месяц. Поэтому чаевые для них – это основной доход, которым они кормят свои семьи. Но значит ли это, что вы обязаны раздавать деньги направо и налево? Нет. Чаевые – это дело добровольное. Это благодарность за хорошую работу, а не обязательный налог. Если вам хамят или плохо убирают, смело прячьте кошелек. Давайте пройдемся по конкретным цифрам. Сколько и кому давать в 2026 году? И начнем мы с самого главного места, где решается судьба вашего комфорта – ресепшн. Здесь чаевые – это самый спорный и окутанный мифами момент. Запомните, стандартная неофициальная такса за хороший номер в Египте – это $10-20. Что вы за это получаете? Вас могут заселить пораньше, не заставляя ждать официальных 2 часов дня. Или дадут номер с классным видом на бассейн или море вместо глухой стены или стройки. Но тут есть важнейший лайфхак – как не потерять деньги. Не нужно совать доллары в паспорт сразу, с порога. Сначала вежливо попросите хороший номер. Если вам дадут ключи, сходите, проверьте комнату. И если она вам действительно понравилась, вернитесь и отблагодарите сотрудника. Если же вы положили $20 сразу, а отель забит под завязку, такое часто бывает в пик сезона, вам физически не смогут дать номер улучшенной категории. В хороших отелях деньги вам вежливо вернут обратно. Но зачем рисковать? Сначала результат, потом бакшиш. Ну а теперь представим, что номер вас устроил, ключи получены и отдых наконец-то начинается. И вот тут вы встречаете первого сотрудника отеля, который обычно ожидает небольшой бакшиш. Речь идет о носильщике багажа, или как его называют в отелях bellboy. Именно он поможет доставить чемоданы до номера, покажет, как работает кондиционер, сейф, а иногда даже расскажет полезные нюансы самого отеля. И за такую помощь принято оставить небольшие чаевые – $1 или $2. Горничная – уборщик. В Египте номера чаще всего убирают мужчины. Если вы хотите, чтобы у вас крутили лебедей из полотенец, докладывали шампуни и ставили лишнюю бутылочку воды – оставляйте $1-2 через день, либо $10 в начале отдыха. Важный лайфхак. Кладите деньги на кровать. Деньги на тумбочке персонал не возьмет. Подумают, что это ваши. Нужно ли давать чаевые в Египте? Да, носильщикам, в ресторанах и за уборку. Обычно это $1-2 или фунтами. Бармен у бассейна. Если вы любите вкусные коктейли в стеклянных бокалах, а не в мягком пластике, и без очереди, дайте бармену $1-2 в первый день и потом периодически подкидывайте по $1. Поверьте, ваш стакан никогда не будет пустым, а напитки станут крепче и вкуснее. Официант в главном ресторане. Присмотрели любимый столик? Оставьте официанту $1-2.
Ваш стол всегда будет чистым, сервированным, а напитки будут появляться быстрее, чем вы о них попросите. Ну а теперь давайте выйдем за пределы отеля. Многие туристы готовы оставить чаевые бармену или официанту, но совершенно забывают о людях, которые делают наши экскурсии комфортными и интересными. Например, если гид действительно интересно рассказывал, помогал туристам и сделал вашу поездку яркой и запоминающейся, многие гости оставляют ему небольшие чаевые в конце дня. То же самое касается и водителя, который весь день возил группу по маршруту. Обычно это от 2 до 5 долларов с человека. Часто возле выхода из автобуса стоит специальная коробочка для чаевых, тип-бокс. Но, как и везде, это остается исключительно вашим решением. Отдельно стоит сказать про морские прогулки и экскурсии на яхтах. Если вы отдыхали в Египте, то наверняка знаете, сколько работы выполняет команда на борту. Вам помогают с масками и ластами, следят за безопасностью во время остановок для снорклинга, подсказывают лучшие места для купания и стараются сделать поездку максимально комфортной. Поэтому многие туристы в конце прогулки оставляют небольшие чаевые капитану и команде в знак благодарности за их работу. А теперь давайте заглянем в город. Многие туристы хотя бы раз за отпуск выбираются за пределы отеля на прогулку, за покупками или на ужин в местный ресторан. Если вы решили поужинать в местном ресторане, первым делом загляните в счет. Многие заведения в Египте уже включают плату за обслуживание в итоговую сумму. Поэтому не спешите оставлять дополнительные деньги на столе. Сначала проверьте, есть ли в чеке строка «Service Charge». Если она есть, то дополнительный бакшиш остается полностью на ваше усмотрение. А вот если плата за обслуживание не включена, хорошим тоном считается оставить около 10% от суммы счета в знак благодарности за обслуживание. Ну и еще один популярный вопрос у туристов – чаевые в такси. На самом деле здесь все довольно просто. Если вы пользуетесь Uber, то оставлять чаевые совсем не обязательно. Большинство туристов просто округляют сумму поездки в большую сторону, чтобы не ждать мелкую сдачу. Например, если поездка обошлась в 90 фунтов, можно оставить 100. Такой жест всегда воспринимается положительно, но при этом не бьет по бюджету отдыха. И вот мы подошли к еще одному важному вопросу, который вызывает немало споров среди туристов. В какой валюте лучше оставлять чаевые в Египте? Лучше всего давать бумажные доллары по $1 или египетские фунты. Около 50 фунтов равно 1 доллар. Можно ли давать евро монетами? Да, 1-2 евро отличный бакшиш. Но в египетских банках не меняют иностранные монеты, только купюры. Поэтому к вам постоянно будут подходить бармены или уборщики и просить обменять ваши же железные евро на одну бумажную купюру. Например, 10 монет по 1 евро на бумажную десятку. Помогайте им, для них это очень важно. И еще один момент. Иногда туристы вместо чаевых оставляют шоколадки, сувениры или небольшие подарки. Такой знак внимания всегда приятен. Но деньги для персонала гораздо полезнее. Поэтому шоколадку лучше рассматривать как приятное дополнение к чаевым, а не как их замену. Детям египтян шоколадка нужна, но за коммуналку ей не заплатишь. Подведем итог. Бюджет на чаевые для комфортного отдыха на двоих на 7-10 дней – это примерно 20-30 долларов мелкими купюрами. Это копейки в масштабах стоимости путевки, но они сделают ваш отдых по-настоящему королевским. Египтяне очень открытый и благодарный народ. Улыбайтесь им, будьте вежливы, не относитесь к персоналу свысока, и ваш отпуск будет незабываемым. А как вы относитесь к чаевым на «все включено»? Считаете ли вы, что персонал и так должен хорошо работать за свою зарплату? Или всегда оставляете на чай? Напишите свое мнение в комментариях, там всегда жаркие споры. Если видео было полезным, жмите лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте колокольчик, чтобы не пропустить новые секреты идеальных путешествий. Отличного вам отдыха в Египте и до встречи в следующем видео. А сейчас пока-пока!